Андрей Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Большое-большое спасибо, что вы пришли к нам в гости. Вы известный библеист, филолог, переводчик. Для многих Библия – это прежде всего Священное Писание и откровение Бога. А чем является для вас, как ученого, Библия? Но я не делю себя на разные ипостаси. Понятно, что я ученый, или я там муж, или я отец, или дед, или там гражданин, и кто-то еще. Вы знаете, Библия мне всегда была интересна с тех пор, как я вообще стал читать какие-то серьезные книжки. У меня неверующие родители, и в то же время они такие советские интеллигенты, поэтому дома одновременно находился Новый Завет, купленный за 3, по-моему, рубля у какого-то алкоголика на станции железной дороги. Дореволюционное издание с ятями, ярами. Я заодно и с орфографией познакомился. Ничего себе. Да. И книжка «Забавная Библия» Лео Таксиля. Это такой атеист французский, который над ней буквально издевался. Там в основном про Ветхий Завет было. Так что с самого начала мне стало понятно, что Библия – это очень разные тексты. Вот одновременно тут по благословению Святейшего Синода и вот такой взгляд издевательский. И Лео Таксиль довольно повлиял на мое отношение к этому тексту. Я прочитал, а поскольку это было где-то, лет там 13-12, уже, в общем-то, ранний подростковый возраст, я понял, что если над этим так бездарно и тупо издеваются, значит, книга хорошая, надо брать. Вот. И уже позже, познакомившись с Библией, я ее воспринял, наверное, как одновременно и памятник истории, культуры, собрания книг, написанных в разное время разными людьми, и как некий диалог Бога и человека. Вот. Для меня очень важно именно это определение, что это диалог, что это не упавшее с неба. Хотя для многих людей так, упавшее с неба откровение в готовом виде, бери, читай, исполняй, и не фантазии предания древних евреев или там фантазии евангелистов, которые о чем-то говорят. Это свидетельство такого диалога, который развивается во времени и пространстве. А можете уточнить, как вы это себе представляете, вот этот диалог? То есть, все-таки, вот когда человек пишет книгу, да, и говорит, что это откровение, как это происходит вот, чисто практически? Это какое-то нашептывание или откуда вообще берется утверждение, что это богодухновенное? Что это значит вообще богодухновенное? Как это понимается? Технологию богодухновенности я передать не могу, потому что я при этом не присутствовал и не участвовал. Понимания есть очень разные. Да? Но, во-первых, это можно показать на текстах. У меня сейчас нет в руках Библии, я не могу называть. По памяти, наверное, перепутаю. Но если вы откроете, я не знаю, там книга пророка Исаии, 6 глава, где его призвание в храме, да, это диалог. Причем не просто Бог что-то говорит, а Исаия говорит, так точно иду исполнять. Там есть своя динамика. Если вы прочитаете книгу Иова, она вся диалог. Да? Причем диалог, в котором участвует несколько сторон. Иов, его друзья, потом слово Бога, которое в самом конце приходит. То есть мы видим, что там очень много человеческого. Если мы откроем Новый Завет, то апостол Павел очень четко различает, не только он, но от него просто много дошло, и это хорошо видно, четко различает, где он излагает вот то, что он считает вестью от Бога, а где он высказывает свои суждения, советы, какие-то предпочтения, и мы просто видим, что есть и то, и другое, довольно трудно одно от другого отделить. А как конкретно это происходило, мы не знаем, и есть очень разные представления об этом. Есть теория буквальной диктовки, то есть библейский писатель – это стенографистка, которая сидит и записывает то, что сверху диктуется. Да. Но тогда почему у нас 4 Евангелия, а не одно? Да? И причем они не просто в чем-то дополняют друг друга, они местами в очень небольших деталях, но противоречат друг другу. Они, хотя, впрочем, что небольших, 2 очень разных истории Рождества, Матфея и Луки, да? Они написаны разными стилями. Видно, что это разные люди писали. Можете немножко поделиться, как так вот кратенько, что такое вообще библеистика? Что эта наука изучает и почему она сейчас так востребована? Почему как-то все вот хотят? И является ли эта наука ключом к поиску истины какой-то? Либо это просто, я не знаю, проработка текста? То есть в ней есть истина в этой библеистике?
Смотрите, вот мне очень нравится определение академика Залезняка. Он лингвист был, и он как раз очень много занимался не только лингвистикой в чистом виде, но и вопросом о том, как соотносится наука и истина. У него есть такое замечательное утверждение, цитирую по памяти, поэтому недословно: «Истина существует, и целью науки является ее поиск». Но слово «истина» очень многозначное. И даже вот когда мы переводим такие слова на другие языки, что такое истина? Это truth, или это Wahrheit, или это vérité по-французски, да? То есть в каждом языке вот эти вот слова, они немножечко разное обозначают и по-разному могут переводиться в зависимости от контекста. Вот. В данном случае Залезняк говорит об истине как о фактической истине. Вот что происходило, да, как все устроено, почему оно так устроено, почему оно так происходит. Это истина в научном понимании. Но если мы говорим об истине в духовном плане, то мы не можем дать такого определения. Вот что такое истина о Боге? Это принципиальная схема Бога, как он устроен. Да? Вот как устроен пылесос, я могу посмотреть в инструкции к этому пылесосу. И как им пользоваться. Да? Если буду неправильно пользоваться, я его сломаю. Или там, не смогу пропылесосить комнату. А вот истина – это поиск такой инструкции для Бога. Ну, смешно же, да? И я бы сказал, что если библеистика претендует быть наукой, это очень важная оговорка, потому что далеко не все, что называется библеистикой, можно вполне отнести к научному знанию. Так вот, если в той мере, в той области, в которой библеистика претендует быть наукой, она вполне, наверное, удовлетворяет этому критерию Залезняка, что это поиск истины. Поиск, а не обязательно нахождение. Да? Очень многие вещи наука не нашла на данный момент, или она вообще не может их найти, и, наверное, никогда не обнаружит. Но поиск фактической истины, то есть знания об окружающем мире, об истории, о событиях, которые произошли, насколько это возможно, и есть задача науки. Теперь библеистика – это широкое понятие, целая область научных дисциплин, ну, как история или филология, да? Но библеистика ограничена не по методу, она ограничена по материалу. Очень жестко причем ограничена, потому что Библия – это жесткий канон, он, допустим, не совсем одинаков, там есть протестантский, православный канон, католический, который с православным почти совпадает, есть совсем экзотический эфиопский канон, там Новый Завет больше, чем 27 книг. Но в любом случае это вот эти книги. Ну, может быть, какие-то смежные, может быть, мы изучаем еще апокрифы просто потому, что и в той мере, в которой апокрифы помогают пролить свет на канонические тексты. Но никто никогда не найдет новой 28-й книги Нового Завета. Да? Даже если найдется текст, например, послания Павла к лаодикийцам, есть, впрочем, несколько вариантов, но явно не настоящие. Вот найдут завтра рукописи, там будет совершенно понятно, что это апостол Павел писал лаодикийцам. Послание, которое упоминается в других его текстах, я не думаю, что его включат в канон Нового Завета. И библеистика будет, конечно, им заниматься. Вот. И библеистика очень разнообразная по своим методам. Да? То есть это могут быть исторические, филологические, разные другие дисциплины, ну а дисциплин тоже много. Есть, например, текстология. Мы сравниваем рукописи, уточняем, какая рукопись от какой произошла. Если есть разночтения, они всегда есть, то какой вариант может считаться наиболее древним. Это одна история. Да? А есть, к примеру, археология, то есть поиск предметов, которые могут нам что-то рассказать об этих древних историях. Они практически не соприкасаются, текстология и археология. А это две такие наиболее материальные дисциплины, да, то есть когда можно взять в руки, исследовать с помощью разных физических, химических методов, да. А вот если мы говорим о каких-то более сложных вещах, исторические реконструкции, тут уже не пощупаешь, пока машину времени не изобрели, нельзя перенестись туда и посмотреть, как оно было, вот приходится довольствоваться какими-то умопостроениями. И вы сказали, что библеистика востребована. А что я без работы-то сижу? По крайней мере, здесь в Европе это ощущается. Она есть, ее много. Почти в каждом европейском университете, мы в Германии сейчас находимся, да, есть кафедры, обычно даже кафедры Ветхого Завета, Нового Завета, потому что это основополагающий для, скажем так, европейской цивилизации, как не определять это понятие, текст. Да? И поэтому очень много таких кафедр, очень много книг и всего остального.
Иногда я бы сказал, что это играет дурную роль с библеистикой как комплексом научных дисциплин. Переизбыток. Вот когда мы говорим, мы, те, кто занимается Библией профессионально, говорим с коллегами, которые занимаются Древним Египтом, Междуречием, Ассирией, Вавилония, Шумер, то мы прям завидуем им. У них куча непереведенных текстов. Иногда не переведенных вообще ни на один язык, потому что их только что обнаружили. Иногда не переведенных на наш язык, да, на котором мы работаем. Куча неописанных проблем. Им есть что делать. А мы в каком-то смысле, вот мы, как глобальное сообщество библеистов, обречены часто на то, чтобы в 50-й раз писать статью по той же самой проблеме, потому что, сейчас немножко цинично скажу, кафедры есть, степени присуждаются, научную продукцию надо выдавать, а новых открытий нет. Мы немножко затронули истину, и здесь мне немножко непонятно. Вот вы говорите, даже если сейчас найти какую-то древнюю рукопись, да, это будет вот апостола Павла, точно, это не включится в канон. Почему? Ну, если бы от меня зависело, я бы, наверное, включил. Я бы включил в канон, например, Дидаха, совершенно замечательный памятник, скорее всего, 1 века, да, может быть, и что-то еще. Оды Соломона, например, тоже великолепный сборник ранних христианских или даже христианско-иудейских гимнов. Вот. Но очевидно, потому что канон сформировался, вот он уже какой есть, такой есть. И в свое время поднимались эти вопросы. Вот, скажем, в бурные 60-е некоторые такие радикальные христиане в Америке задавали вопрос, а не включить ли какие-то проповеди Мартина Лютера Кинга в канон Нового Завета. Ну, понятно, что если открыть эту возможность, то будут добавлять каждый, что захочет, да, из актуальных, интересных, ярких текстов. А канон просто закрыт. Вот он какой сложился, такой сложился. Но это не противоречит как-то немножко здравому смыслу, потому что консервация – это означает, что церковь, по сути, как нашла истину и описала ее. Но мы сейчас много вещей понимаем, что было не так. Вот слово «истина», да, вот давайте всегда уточнять, в каком смысле. Наука занимается поиском истины как фактического, вот наиболее точного фактического изложения событий, да, и фактов разных. Церковь занимается, если она вообще этим занимается, поиском истины в каком-то другом духовном смысле, который очень тяжело определить. Но тут вот я не очень понимаю вопрос. Да? Хорошо ли, что канон сложился? Но он сложился, это факт. Дорогие друзья, я прошу прощения, что прерываю ваш просмотр, но хотел бы пару слов сказать о том, что я не являюсь профессиональным журналистом, я самоучка, у меня нет профильного образования в этой сфере. Из-за этого возникают иногда сложности в ведении интервью. Мои мысли уходят иногда в детали, бывают куда-то улетают, и сложно понять, о чем я вообще спрашиваю. Вот, слава богу, Андрей Сергеевич, он понял, о чем я спрашиваю, но вас я хотел бы избавить от этих мучений, слушания того, что я там в интервью развел, поэтому я решил перезаписать этот вопрос, он, я думаю, что очень важный. Вопрос в следующем. Я заметил, что, я думаю, что не только я, многие нас заметили, что по ряду тем, скажем, теория эволюции, либо, например, представление о всемирном потопе, современные научные данные серьезно расходятся с тем, как их традиционно трактуют церковные учения и церковь в целом. Почему церковь редко публично пересматривает такие вопросы и не пытается объяснить, где вообще в Библии символ, а где нужно понимать буквальный смысл. И как бы другими словами, где проходит та граница между верой, которую нельзя пересматривать, и богословскими толкованиями, которые могут и, может быть, даже должны быть обновлены по мере роста знаний научных. Если мы этого не делаем, мы превращаемся в группу людей, которые достаточно глупо выглядят в современном обществе, как какие-то фанатики, которые не воспринимают объективную реальность. Вот с этим вопросом, в принципе, я обратился к Андрею Сергеевичу, и, пожалуйста, смотрите его ответ. Ну, очень трудно говорить о церкви вот какой-то абстрактной, да, потому что, во-первых, их много разных, да, я понимаю, что в символе веры есть единая святая соборная апостольская,
И каждая конфессия уверена, что это, конечно, она и есть. Да? Но в реальности у нас много церковных организаций. И более того, в каждой конкретной церковной организации очень разные люди. Да? Поэтому говорить о какой-то позиции церкви я бы не стал. Даже о позиции конкретной церкви как социального земного института, да? Не говоря уж о более высоких понятиях. Но проблема, которую вы назвали, конфликт веры традиционной и современного научного знания, конечно, существует. Это совершенно не новый конфликт. И стал он, собственно, появляться с развитием научного знания, да, потому что стало становиться понятным, что многие, скажем, библейские тексты, они описывают реальность, ну, совсем не так, как эту реальность предлагают объяснять и описывать научные теории. Скажем, теория эволюции. Совершенно актуальный пример, потому что до сих пор, я не раз лично сталкивался, она выглядит для многих верующих традиционно людей неприемлемой, потому что она описывает происхождение жизни совсем не так, как книга «Бытия», да, и принципиально с ней несовместимо. Но, с другой стороны, если вот судить с точки зрения научной, я не биолог, вопрос не ко мне, но из того, что я знаю, я могу сделать вывод, что теория эволюции наиболее логичным и непротиворечивым образом объясняет наибольшее количество наблюдаемых фактов. А значит, как теория, она принимается. Именно как теория, не как откровение свыше, не как окончательное слово по поводу происхождения и развития жизни. Ну, грубо говоря, происхождение жизни – это вообще не к теории эволюции. Но она объясняет, почему в мире столько живых существ, и они такие разные, почему они иногда вымирают, иногда появляются какие-то новые виды живых существ и так далее. Вот. В книге «Бытия» ничего этого нет. В книге «Бытия» сотворены животные сразу, им дает во 2 главе Адам название, то есть вот мир в готовом виде является, да, полностью. Что с этим делать? Ну, вот возникает противоречие. Можно отстаивать старые взгляды, можно каким-то образом уступать понемножечку. Вот в одном месте я слышал такую фразу: нет, ну, конечно, микроэволюцию мы признаем, там вроде породы собак, да, но очевидно же выводят новые породы, это просто на наших глазах происходит. А макроэволюцию нет, то есть вот чтобы могло появиться какое-то принципиально новое явление, там, вроде зрения или полета, да, такого не может быть, это Бог сотворил сразу в готовом виде. Но это немножко смешно, да, то есть вот эволюцию так кусочками признаем, как теорию, а кусочками отвергаем. Можно пойти совершенно другим путем, сказать: вот смотрите, эволюция – это инструмент, способ, как творил Создатель. Что считал он более, кстати, знать не может председатель комитета по печати, писал Алексей Константинович Толстой в XIX веке, когда книгу Дарвина «Происхождение видов» сочли, соответственно, еретической и хотели запретить в Российской империи. Не знаю, запретили или нет. Сейчас вроде тоже такие слухи ходят. Ну да, есть, ну, вряд ли ее запретят, это уже безумие, но периодически звучат голоса, что вот надо преподавать теорию эволюции и творения мира как две равные теории в школе, да, это безумие. Но это все равно, что, я не знаю, наливать в одну тарелку борщ, даже не компот, а, не знаю, шампанское, да, то есть они просто принципиально разные, да, они для разных целей служат. Вот, и, соответственно, можно воспринимать эволюцию как инструмент творения, говорить, что вот книга «Бытия» – это некое такое мифопоэтическое повествование, которое говорит о возникновении вообще всего, включая жизнь, о том, что Бог – это первоисточник, но не вдается в детали, как конкретно это произошло. Ну вот две точки зрения совершенно таких логичных по-своему. Есть очень много точек зрения посредине. А почему люди вообще держатся за свое восприятие? Ну, знаете, существует в мире абсолютно всерьез общество плоской Земли. Кажется, в США базируется, да, причем США наиболее передовая в смысле технологий страна. Я знаю таких двух монахов, но они, правда, уже сейчас вроде бы поняли, что все-таки круглое. Вот, и они довольно активны в интернете. Мне почему-то в Фейсбуке периодически прилетает от них. Вот, не знаю, зачем они это делают. То есть, с моей точки зрения, вот такой наивный, если ты веришь в плоскую землю, ну, там спасайся в пустынях, лесах, да, вот ешь, пей родниковую воду и то, что вырастил на своем огороде, потому что современный мир, он совершенно возле лежит, да. Нет, люди пользуются
современными технологиями, их совершенно это не смущает, но Земля плоская. Да? Как у человека это совмещается, я не знаю. Но вот если начать копать любые вопросы, относящиеся к библеистике, мы такого увидим довольно много. Просто это будут маленькие вопросы. Это не будет вопрос о плоской Земле, который очень легко проверить. Да, позвонив там, я не знаю, в Америку и спросив, который час дня у вас, и выяснится, что совсем другое время. Вот. Но, тем не менее, такое есть, да. Но мы в целом, как церковь, должны стремиться к какой-то адекватности, либо все-таки, ну, вот церковь сказала свое слово, да, там 1500 лет назад, канон такой, и все. Или мы все-таки должны говорить, что нет, вот этот канон неправильный, и нужно что-то с этим делать. Либо как-то, вот я не знаю, оставить все, и у нас будет такая биполярка. Каноном мы сейчас называем что? Я говорил слово канон в значении список книг. Да? Ну, допустим, список библейских книг. как примеры. Но зачем его менять? Это явление, которое существует. Но это все равно, что спрашивать, надо ли переписывать правила игры в шахматы. Да? Ну, они есть. Вот, можно придумать другую игру. И придумали очень много. Но шахматы вот такие. Канон Нового Завета, Ветхого Завета вот такой. Да? Зачем его менять? Нужно ли стремиться к адекватности? Ну, какого ответа вы ждете от меня? Что я скажу, нет, не нужно, нужно быть неадекватными? Конечно, нужно стремиться к адекватности, просто, если я правильно понял вопрос, могу ошибиться, вот у человека есть стремление к цельности, да? Вот очень странно, когда человек, ну, даже называется словом шизофрения, да, и хотя, может, не совсем это, но когда человек расщеплен, когда у него совершенно разные модели мышления, поведения для разных областей его жизни. И мы стремимся к этой цельности, но цельность не означает монолитность. Да? То есть, ну, мы по-разному, мы все прекрасно справляемся, мы по-разному разговариваем там с начальником на работе и с детьми дома. Да? На разные темы, разным голосом, о разных вещах и так далее. И я не вижу ничего невозможного, это сложно, это всегда порождает конфликты внутренние в том числе. Но не вижу ничего невозможного, чтобы эта цельность восприятия была внутри себя сложно устроенной. Чтобы человек, который хранит какое-то колоссальное почтение к текстам 2 и более тысячелетней давности, одновременно по-другому с почтением относился к новейшим научным теориям и понимал, что они просто говорят о разном и разным языком.